Всех приветствую, добро пожаловать на игровой канал, меня зовут Оскар, и сегодня у нас с вами очередная серия по игре DR Survival. У нас давненько не выходили серии по данной игре, так как мы всю сюжетную линию полностью прошли, побочные задания мы тоже все прошли, а также ивентовые задания мы тоже все прошли, финальные, которые здесь были. Ну, что сегодня будем мы сегодня с вами делать? Будем мы с вами открывать первый наш сундук, который у нас с вами имеется. За это время мы с вами смогли накопить 2863 дискеты, которые у нас с вами имеется. Поэтому мы открываем наш магазин, и у нас с вами есть контейнер ученого, который мы с вами наблюдаем. У нас, конечно, их 4 контейнера, но сегодня мы попытаемся за 100 открытия контейнера получить в первую очередь противогаз ионику, получить медицинский рюкзак и, самое главное, заполучить биосинтезатор. Ну что ж, давайте приступаем, давай смотреть, что у нас с вами выйдет в этом случае. Первая попытка пошла. Энергетик мы с вами получили. Хорошо. Дальше. Ого, это у нас получается редкие гранаты. Пиролитическая граната, которая у нас с вами имеется. Так, дальше. Еще раз гранатку мы получили. Получили, получается, биомассу, энергетики мы с вами заполучили. Игра, походу, нас пока еще не радует. 11-я попытка, и у нас пока нету ни одного 5% вещи, которую мы бы хотели бы заполучить. Ладненько. Видимо, как обычно, будет все брать по максимальному. Так, пока мы все еще получаем. 20-я попытка, и мы с вами получаем первую 5% часть. Ну что ж, первое задание у нас выполнено, сделано. Идем ко второй цели. Мы, видим, ее получим уже на гарантированном 40-м способе. Было бы просто замечательно, если мы бы закрыли бы уже на 50-м попытке. Так, идем дальше, продвигаемся. Попытка 30 уже закончилась. Пятая попытка. И мы ничего не получаем пока еще. Так, да, у нас противогазы, конечно, ИД-3 уже стал в очень большом количестве. Видимо, скоро будем лутать непосредственно... Ой-ой-ой, мы на 40-м получили, получается, медицинский рюкзак, который дает возможность нам содержать отсек со средствами для выживания, моментальное укрепление здоровья и возможность создать донорские материалы. Сейчас как раз мы испытаем, посмотрим, что из себя представляет данный рюкзак, какие у него есть плюсы, какие у него есть минусы, тоже сейчас это мы посмотрим. Так, доводим, получается, мы сейчас до 49. 49-я попытка пошла. И на 50 мы получаем гарантированно 2% часть. А именно... Нет, сейчас нет, следующий. Арбалет. Мы получили арбалет Химик, который уменьшает наносимый целью урон. Рекомендуется стрелять несколько раз в противника, имеющего высокий урон. Ладно, сейчас посмотрим, что из себя тоже представляет. Попытка вторая, получается. Попытаемся со второй части сейчас ее полностью выбить. Ладно, пошла. Видимо, сейчас никаких вещей сейчас выпадать на 100% не будет. Нам нужно сейчас довести до 100. И там мы как раз с вами полностью увидим, что мы получим с вами. А это уже у нас с вами есть, хорошо. Так, дальше. Так, у нас сейчас должно выпасть гарантир... А, нет, гарантированно еще не будет. Он только выпадет на 80-м. 5%. Да, игра, конечно, как всегда, жадная на выдаче. Так, дальше. И получаем, и получается... мы уже получили, видимо, я так поторопился, что мы уже ее заполучили. Ладненько, давайте до 100 доводим. По-любому, видимо, на 100 нам выпадет 2%. Навряд ли нам еще один дадут возможность 2% выбрать в течение 100 попыток, которых у нас с вами имеется. Yes! Вот это у нас был джекпот, который мы с вами получили на 92-м
контейнер ученого, который нам дал биосинтезатор. Все-таки игра нас решила порадовать. Дала она нам возможность выбить именно биосинтезатор на 92-й попытке. Ну что ж, задание максимально мы выполнили. Ну, давайте еще 8 попыток мы обязательно с вами используем, потому что ну, ни туда и ни сюда получится у нас. И получается у нас с вами... Я бы выпил бы токсиген, было бы замечательно. Это было бы просто супер. Ну, нет. А вот было бы супер, если бы попал бы токсиген. Так, получается, мы получили с вами винтовку, крупнокалиберную снайперскую винтовку, дополненную уникальной технологией прогресса. Характеристики этого предмета ограничены вашим уровнем выживания, говорится здесь. Ладно, получить, как получить. Я так думаю, что для получения непосредственно уже винчестера потребуется еще дополнительно 50 траты раз попыток. А это получается около 500, меньше 500 получается дискет, которых нам придется затрачивать. Я пока на это не готов, потому что у нас еще с вами есть очень важный контейнер изобретателя, который здесь нас интересует всего лишь две вещи. Это получить мухоловку Герина и получить непосредственно тактическую броню. Но это уже потом в следующей серии. Так, давайте посмотрим, что за вещи мы получили. Для начала давайте мы с вами взглянем. У нас теперь есть противогаз ионику, который сопротивление радиации плюс 8, а здесь у нас плюс 10, да, получается, в 2 раза меньше мы получаем, зато успешность поиска плюс 5. Ладно, но ионы полностью надеваем. Так, получили 16 контейнеров экспедиционного кейса, мы это пока выкидываем. 7 штук получили энергетического напитка, и получается, здесь мы получили 12 штук ингалятора, 2 штуки у меня свои здесь были. Дальше, что еще мы заполучили с вами? Так, сразу давайте мы бубем ударим. Танец дыхания мы сразу сделаем, чтобы могли спокойно передвигаться сейчас. Также из прошлой серии мы с вами смогли сделать уже БелАЗ и так далее. Ладно, давайте сразу... вот биосинтезатор, кстати, как она работает. 7 штук, получается, мы тратим. Да ладно, 7 штук и 1, получается, спирт, 700 штук, и 100 спиртов у нас будет полностью готово. Но это хороший вариант. Также мы можем серную кислоту делать, также мы можем яд делать, даже порох выводить, это просто супер. Мне уже нравится, что биосинтезатор мы с вами выбили. Так, давайте мы его закрепим, пускай у нас с нами будет находиться. Что еще же мы с вами... Здесь, где оружие, вот у нас оружие получается, винтовка у нас с вами имеется. Наносимый урон по броне 100, эффект замедлен 100%, 2 хода. Ладно, ставим закрепить. И у нас получается с вами еще арбалет есть, да, у нас тоже слабость, характеристики и так далее. Закрепляем арбалет, который у нас с вами есть. И все, да, на этом получается мы с вами все, что могли, заполучили, по крайней мере. То, что у нас есть. Идем выполнять очередное задание, которое здесь есть, здесь неподалеку. Давайте заходим сюда. Берем мы следующим образом. Пользуемся аккумуляторным комплектом. Почему бы и нет? Как раз то, что нужно. Как говорится, то, что доктор прописал. Покушаем. И давайте забежим на выполнение данного задания. Есть, как обычно, простое задание у нас имеется. Мы должны помочь в атаке. В данный момент убираем все, что у нас до этого было. Ставим новое, что мы заполучили. Это получается арбалет. И получается, мы с вами делаем еще одну винтовочку. В этот момент давайте мы уберем. И вместо него, видимо, возьмем следующее. Так, у нас есть арбалет, у нас есть винтовка. И что можно будет еще взять? Так. Ну, давайте возьмем снеговиков для того, чтобы они немножко на себя брали определенную задачу. Так, мы не можем выбрать генку. Генка у нас работает, видимо. Хорошо, давайте выпускать наших защитников. 3 штуки. Сделано. И теперь давайте попробуем, что же здесь у нас будет. Здесь у нас 675 тысяч, да, у нас берет. Значит, получается... давайте начнем с этого. Как происходит замедление? По броньке мы бьем. Ага. Так, замедление прошло.
с арбалетом, получается, как у нас выходит ситуация. Давайте по нему сейчас ударим арбалетом. Так, какие нанесли мы, получается, ему счастье? Слабость. Это наносимый урон минус 15%. Ну, так себе арбалет, могу сказать. И скорость движения минус 1. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Что-то мне не очень так она залетела. Честно признаться. Слабость минус 15%. Это что получается? Наносимый урон будет на минус 15% меньше. Но если только против топовых, там не брать ближнего боя, который или дальнего боя, чтобы можно было поменьше урона делать. Ну, мне кажется, нет. Нет, 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 еще раз нет. Лучше заместо него использовать конструктор, который у нас есть автомат, ну, либо китайский автомат, который был до этого КМК. Здесь можно наш рельсотрон использовать, и здесь я большинство использую пистолет, ну, так, для того, чтобы хотя бы обратный выстрел мог бы сделать. Ладненько, давайте пропускаем наш ход. Так, твое движение, да? Ты давай останови мне медвежонка. Он там дальше находится. Странно, вы его берите, вы почему в него не стреляете? Ага, вот нас как раз и услышал. Так, наши пока оборону держат, это замечательно, это хорошо. Мы давайте с арбалетиком когда поработаем. Забираем этого чудика и забираем вот этого чудика, который у нас тоже полностью мешает. Мы можем забрать этого. Да, мы можем забрать его, так что мы тоже его забираем. Стой. Вы тоже, да, заметили? Увеличилось количество урона. Или это мне просто показалось? Так, сейчас давай запускай у него и уходи в эту сторону. Ну-ка еще раз давай. Нет, нет. Мне просто показалось, да. Это получается, если мы подряд стреляем, это означает, что увеличивается количество урона данного арбалета. Или что-то я не понимаю. Хотелось поначалу в это верить. 1400, а почему так меньше урона он сделал? Давайте еще один эксперимент сделаем. Ой, не-не-не, это мы потом. Двигаться вперед. Давай ты зайди сбоку лучше. Еще вторая попытка у нас с вами есть. Так, у нас здесь возможности. Вот сами посмотрите, сравнение, если мы берем два вот этих оружия, у нас, конечно, по 2, здесь тоже 2 очка нас берет, и тоже имеет очень серьезные уроны по сравнению с тем, что в данный момент стреляет с этого оружия. Так, все так же давайте мы оставляем. Все так же, да, мы оставляем. Запускаем наших кракенов. Ну, здесь мы уже 2 кракена запустим. Так, доставай нашу винтовочку. Замедляем этого молодого человека. И давайте попробуем еще раз. Один выстрел. Он еще и отбивает далеко. Ну, не знаю. Действительно, нужно тактически смотреть, как это будет в дальнейшем переигрываться в тактическом варианте. Но что-то есть в этом арбалете. Если так посмотреть, если дальше отталкиваться, то в нем что-то есть интересное. Так, давай мы первого сейчас забираем. Смотрим, увеличится или не увеличится. Да, увеличилось. Увеличилось, все видели, да? Ага, а если мы еще раз выстрелим? Нет. Я не понял, а как это вообще работает? Это меньше, это, видимо, животное, а это грузун. Ну, по идее, 2 же животных это. Или это просто мои перки работают, к сожалению, или к счастью? У меня же внутри еще перки же есть. Или они так воздействуют на эти действия? Так, давай его забираем сразу же. Конец хода. Ладно, давайте забирать медвежонку. Все его видели. А давайте с этой стороны еще раз попробуем. Да, она отталкивает назад. Все-таки отталкивает назад. Хорошо.
Видимо, нужно тактически поработать с арбалетом, найти какие-то определенные для него именно действия, и как раз мы с вами можем найти к нему непосредственно применение. Так, честно признаться, ну, такие средненькие оружия. И мне бы было хорошо бы видеть бы, если бы в игре появились обвесы. Вот реально, когда вот играя, вот недавно начали играть игру StarCraft, там реально можно купить одно оружие и на него навести большое количество обвесов. Это просто замечательно. Я тоже думаю, разработчикам нужно взять на заметку, или хотя бы кто-то из вас контактирует с разработчиками, напишите им, скажите, чтобы они меньше делали оружия, а больше делали обвесов, когда мы можем сами создавать свой конструкторский оружие, там, делать прицелы, делать, я не знаю, там приклады увеличивать, менять какие-то цевьё или многие другие вещи, те же самых автоматов, те же самых ружье, тогда мы можем сами под себя подстраивать то или иное оружие. Это может быть как оборонительная часть, это может быть как атакующая, чтобы больше было урона, там больше очков на это тратится, либо наоборот, и так далее. Мне кажется, это было бы просто здорово. То же касаемо и по поводу броньки. Не нужно создавать большое количество броник, когда можно будет, я не знаю, для него создать различные части тела, например, там для ног, для рук, как-то улучшить, либо больше усилий в сторону радиации, уменьшения, либо это больше к обороне, либо это больше усиление, я не знаю, подвижности и многим другим вещам. Мне кажется, это было бы очень здорово, было бы очень супер. Но это, как говорится, на рассмотрение самих же разработчиков. Хотя вопросов очень много, что нужно здесь доработать. Я так думаю, что в ближайшее время мы услышим обратную связь, если не ошибаюсь, когда у них там начинается, 14 мая или 20 мая они выступают. Это собирали вопрос от игроков. Ну, думаю, что-то интересное мы обязательно от них услышим. Ну что ж, на этом, я думаю, серию мы с вами полностью закончим. Осталось всего лишь у нас ивент прохождения 13 дней. Через 13 дней она закончится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой будет у нас следующий ивент. Мне интересно просто послушать, чему дальше нам нужно будет полностью готовить. А на этом у меня пока все. Если вам серия понравилась, не забываем ставить лайки, подписываться, нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропустить выхода новых серий. А на этом у меня все. Всем вам желаю удачи, успехов. Пока. Пока. Ой, пока. Какой пока? Я забыл показать еще, получается, рюкзак. Да, точно, забыл показать рюкзак. Подождите, возвращаемся назад. А то я уже решил попрощаться со всеми вами. Медицинский рюкзак, давайте его наденем. Что себя полностью представляет он характерно. И что мы можем делать? Как оно работает вообще? Так, получается, у нас есть медицинский рюкзак. И что мы с ним делаем? Так, в смысле выделить 30? Да ладно. И что делает? Подожди. И куда... Это что такое у нас? Донорский материал. Переливание крови поможет восстановить здоровье в тяжелые минуты, создать при помощи медрюкзака. Применить. Я здоров. Понятно. Сейчас, подожди. То есть, получается, если одеваю медрюкзак, я могу спокойно, получается, забрать количество себе жизни, например, в таком количестве, которое я хочу сделать, например, да, довести до 200, например. Давай еще. И, например, я одеваю броньку, которая у меня есть. Полярная броня. И все. И не нужно мне самостоятельно снижать здоровье, когда можно будет таким образом поднять. Так. Давай закрепим. Закрепить все. И получается следующий момент. Так, мы прибор уже использовали, да? Так, использовать. Верхи. Процедуру. Завершить. И бабахали. Да ладно, это же просто здорово, это же супер. Еще. И таким образом мы можем все 6 раз использовать те варианты, которые у нас с вами есть. И спокойно, если нам нужно поднять жизнь, мы можем поднять. А если мы хотим еще уменьшить, то мы можем
спокойно сделать раз и два, и все. И это просто гениально. Это просто суперский вариант, который мне очень сильно нравится. Кстати, здорово. Медицинский рюкзак, оказывается, реально вы когда писали, что медицинский рюкзак тоже нужно заполучить, это очень крутая вещь. Можно себе и лечить, и можно себя жизнь, когда нужно будет полностью снимать. Это просто здорово. Да уж, я так думаю, мы очень отлично, даже хорошо попали по поводу контейнера ученого, который у нас есть. Это просто здорово. Вот эти две вещи очень великолепны и прекрасны непосредственно в данном контейнере. Если вы еще не выбили, обязательно их заполучите, потому что они в дальнейшем вам очень и очень облегчат работу. Ну что ж, эт- теперь серия точно подошла к концу. Всем желаю удачи. Пока. Пока.